Если вы опытный человек и знаете, как поступать с орхидеями, вы можете сразу снять стакан. И в таком состоянии поставить в другой прозрачный горшок. Почему я говорю в прозрачный горшок? Не вот в этот стакан, в котором она продавалась, а в прозрачном горшке должна стоять орхидея. Вот я сейчас так и сделаю. Но у меня уже прошло 5 дней после того, как я их купила. Видите, даже за 5 дней мох еще влажный. Почему я говорю, что нужно поставить прозрачный горшок? Потому что корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и для них важно, чтобы поступал свет к корням. Очень важно. Добрый день, друзья! Как и обещала, рассказываю вам, как ухаживать за орхидеей, недавно купленной, но посаженной в мох. Взяла для примера орхидею «Летнее дыхание». Уж очень красивая орхидея. Первый раз, когда я вам ее показывала, она была только-только приобретена. Все всегда боятся моховых стаканов. Вот этих. Мох – это всегда очень-очень влагоемкий субстрат. Боятся поливать, боятся что-то делать с орхидеей. И стараются сразу пересадить орхидею, убрать этот мох и посадить во что-то другое. Как и в случае с орхидеями, посаженными в кору, с моховыми стаканами тоже не стоит сразу пересаживать орхидею. Почему? Орхидея цветет. Мы, убирая вот этот субстрат, этот мох, нарушаем экологию в горшке, нарушаем корни, нарушаем ритм жизни орхидеи. Поэтому вот вы получили орхидею, например, в сухом стакане. Сухой мох. Во-первых, он всегда очень сильно спрессованный. Но я уже снимала стакан, смотрела. Вот так снять этот мягкий стакан совершенно не страшно. Этим вы не нарушили корни орхидеи. Никак. Вы можете назад поставить, вы можете поставить любой другой стакан. Но я вам рекомендую вот этот стакан не снимать в течение 2 недель. Потому что вам нужно орхидею сначала напоить, раз мох сухой. Что я делаю в этом случае? Я вот в таком ее состоянии наливаю в любую другую емкость воду и опускаю полностью воду, естественно, до основания зеленой части. Можно на сантиметр ниже мха, все равно он пропитается водой, на 15 секунд. Обращаю внимание, не на 15 минут ставлю ее в воду, а на 15 секунд. Вот эти 15 секунд я медленно опускаю орхидею в воду. Вода дошла до верха. Все. Достаете, сливаете всю воду и ставите в какую-то другую емкость или на поддон, или куда вам удобно. Это то, что касается сразу первого полива. Это делается с вот этим стаканом вместе. Не нужно его снимать, не нужно трогать первые 2 недели этот стакан. Ну, конечно, до того, как поливать, до того, как какие-то действия производить с орхидеей, мы изначально делаем осмотр орхидеи, протираем ей листья. Вот эта поставка, в которой я ее купила, мы назвали их очень уставшими, но они были настолько спрессованы в полиэтилене. Да, сейчас вам покажу. Я не люблю полиэтилен показывать, но покажу, в каком полиэтилене пришли они в магазин. Я не люблю хрустеть этими пакетами, но обратите внимание на пакет. Он, конечно, плотный, но во всем пакете есть отверстие. Но это чтобы влага
не застаивалась. Вот. По всему пакету есть отверстие. И меня удивила надпись. Phalaenopsis mix предпочитает светлое место или полутень, полив погружением в емкость с водой. Вот наконец-таки стали на этих бирках писать что-то разумное. В сухих помещениях опрыскивать. Не рекомендую никогда опрыскивать фаленопсисы, потому что попадаете в пазухи, попадаете в точку роста, и застаивается вода, начинает гнить. Удобрять весной и летом 1 раз в 2 недели. Ну вот. И беречь от прямого солнца. Вот наконец-таки очень правильные надписи появились на этих этикетках. Но не все. Да, не все. Вот китайцы начали писать. Мы говорим китайцы, потому что считается, что это китайские поставки. Осмотрели орхидею, убрали пакет. Если вы принесли ранней весной, на улице у вас холодно, то дайте час, 2, 3 постоять орхидеи в домашних условиях вот в этом пакете, для того, чтобы вот через эти отверстия проник теплый воздух, орхидея согрелась, и тогда можно снимать упаковку. Но если вы принесли поздно вечером, можно снять упаковку утром. Если вы принесли днем, ну вы посмотрите, листики согрелись у орхидеи, они стали теплыми. И все, снимайте упаковку. Не надо ее держать 2 недели, все сгниет. Будет жарко, а еще ж ее полить надо. Мокро, нельзя держать долго эту упаковку. Просто мы равняем температуру в пакете и даем орхидеи не получить такой шок. Вытащили из пакета, у нас здесь 25, а она ехала, и несли вы ее при температуре, там, предположим, 5 градусов, ну, ехала она, может быть, в машине при температуре 12 градусов. Вот этот тепловой удар не нужно делать орхидеи. Дайте спокойно ей стать теплой. Это важно. Потом, ну, желательно сразу это делать. Любое калийное мыло, если у вас есть таковое в наличии, их сейчас очень много, наверное, еще 3 или 4 наименования такого калийного мыла. Мыло для цветов. Разводите, протираете ватным диском листья, ствол. Если есть возможность, протираете держатель цветоноса. Если у вас нет такого калийного мыла, возьмите теплую воду, протрите теплой водой. Потому что вот я говорила про то, что они, во-первых, вот так вот в пакете едут. Во-вторых, их все время трясет. Вот она пыль. Их чем-то опрыскивают перед тем, как к нам отправить. Видите эти капли? Вот это все нужно убрать. Пыль, грязь. Если увидели вредителей, например, щитовку, мучнистого червеца, то сначала все протерли, потом начинаем обязательно избавляться от вредителей. Если вы не видите никаких вредителей, если у вас нет микроскопа, единственное, что можно сделать, это обработать каким-нибудь безопасным средством от клеща, например. Потому что клеща вы просто так не увидите, только в микроскоп. Вот таким средством, серой. Все как написано на упаковке. Но сначала мы протираем листья, потом через сутки обрабатываем. Если есть такое желание, если вы видите, что орхидея в хорошем состоянии и не заметили на ней никаких вредителей, не трогайте, оставьте ее в покое. Следующее. Почему я говорю 2 недели не снимайте этот стакан? Ну, во-первых, 2 недели, если вы даже на 15 секунд опустите орхидею в воду, маховой стакан наберет очень много воды. А мы знаем, что орхидея должна быть напоена, а потом просушена. Вы наблюдаете за маховым стаканом. Как быстро он у вас начинает просыхать. У всех разные условия. У кого-то 25 градусов в квартире, у кого-то 17 градусов в квартире. И вы понимаете, что при разной температуре маховой стакан будет просыхать дольше. Если вы опытный человек и знаете, как поступать с орхидеями, вы можете сразу снять стакан.
в таком состоянии поставить в другой прозрачный горшок. Почему я говорю в прозрачный горшок? Не вот в этот стакан, в котором она продавалась, а в прозрачном горшке должна стоять орхидея. Вот я сейчас так и сделаю. Но у меня уже прошло 5 дней после того, как я их купила. Видите, даже за 5 дней мох еще влажный. Почему я говорю, что нужно поставить в прозрачный горшок? Потому что корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и для них важно, чтобы поступал свет к корням. Очень важно. Наблюдаем за орхидеей. Через 2 недели, я сейчас просто вам покажу, как это делается. Можно взять горшок чуть больше. И вот такими движениями, я дальше не буду делать, мне это сейчас тоже не сильно надо, распушить мох. Этот мох, который у вас кажется вам лишний, положить вниз горшка. И вот весь стаканчик распушить и оставить опять в покое, не пересаживать. Дайте орхидее отцвести, дайте ей возможность перейти в другую фазу, в активную фазу роста. И она вот в этот распушенный мох будет растить новые корни. А когда появятся новые растущие корни, даже если вам кажется, что вот очень-очень плохие корни орхидеи, сейчас я подниму, покажу, и совсем мало живых корней, вот эти корни погибшие, вот эти тоже, то поверьте мне, орхидея после того, как отцветет, начнет расти. Она растит не только листья, она растит обязательно корни новые. Они могут появиться от шеи, они могут в любом месте раскуклиться от живых корней. И вот только когда орхидея начнет растить корни, можно убирать весь этот мох и пересаживать орхидею. Но мох у вас уже будет такой вот пышненький, он все равно влагоемкий, но через него будет проходить воздух. Воздух для корней тоже очень важен. Как поливать? Можете наливать сверху. Мох очень много впитывает в себя воды. Можете поливать понемногу. Можете опять же на 15 минут замачивать прямо с этим стаканом. Не нужно вынимать орхидею из этого горшка. Прямо горшок 15 секунд опускаете и потом поднимаете из воды. И все. Все несложно. Только дождитесь, пока орхидея начнет активно расти. Если есть сухие корни сверху, ну бывает, вот на других у меня орхидеях, прям вот здесь уже видно, что это сухие корни, это мы отрезаем тогда. Ставите орхидею на карантин, наблюдаете за ней, как она себя ведет, не появились ли вредители, не появилась ли какая-нибудь болезнь. Все бывает. Сейчас такими скоростными методами выращивают орхидеи, что бывает абсолютно все. И вот вам нужно просто спокойно наблюдать и поливать. Во время цветения, сколько бы орхидея ни цвела после покупки, поливать удобрениями ее не стоит. Вы не знаете, как росла орхидея, чем ее удобряли, чем стимулировали ее рост. И если вы начнете применять удобрения, она может моментально сбросить свои цветы. А есть много орхидей, которые продолжают растить бутоны на ветках и зацветают еще хотя бы 2-3 цветочками. Так что, как всегда, чем меньше мы тревожим орхидею, тем лучше она растет. Надеюсь, что вы прислушаетесь к моим советам, и ваши новые орхидеи вы не потеряете с вот этими скоростными пересадками. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. А если вы тоже получили орхидеи в подарок, вы можете поделиться своими новыми покупками в телеграм-канале. Там можно выставлять и свои фотографии в чате и на канале. Ссылка находится в описании под видео.